Я даже не думал, что в Бангкоке могу увидеть что-то подобное. Он мужик кормит их как голубей. Тут скейт-парк. Это транс! Всем привет, дорогие друзья! Это мой новый travel-влог, и я в Бангкоке. Если честно, я вообще охренел, сколько тут небоскребов. Вы посмотрите на это. Это как будто бы похоже на какой-то Гонконг. Потому что, я думал, что в Таиланде только рынки, сараи и море. То есть, я думал, что в Таиланд все приезжают только купаться и отдыхать. Бангкок очень огромный город с населением 11 миллионов человек. Это почти как в Москве, если что. Всю свою жизнь я думал, что такой самый туристический город, который посещает больше всего туристов, это Париж. Оказывается, нет. Это Таиланд. И именно Бангкок является самым туристическим городом в мире. Сегодня я попытаюсь показать его вам. Вместе с вами пройдемся по самым главным улицам. Какие-то смешные, прикольные, интересные постройки, вообще сооружения, факты. Попытаюсь вам сегодня донести. И постараюсь сделать это весело и информативно. Смотрите, железная дорога. Тип стоит прямо на рельсах. То есть, может поехать поезд. Он вот так стоит просто. И еду какую-то делает. Вот это маркет какой-то. Но мне очень понравилось, что он на рельсах стоит вообще. Вот город такой. Я даже не думал, что в Бангкоке могу увидеть что-то подобное. Офигеть. Это JP Morgan. Это понятно. Блин, а вообще посмотрите, насколько чистый город. То есть не валяется никаких ни пакетиков, ни хапчиков. Все прибрано, все убрано. Я на самом деле приятно удивлен этому факту. И я не думал, что все настолько чисто будет. Очень круто. Вау. Чемоданы Луи Виттон. В Бангкоке есть музей Луи Виттон. Вход сюда бесплатный, а в конце есть какой-то подарок-сюрприз. Вот я сейчас вообще похожу, поизучаю и посмотрим, что мне выпадет в конце. Но обычно это шопер или карандаши, но сам музей выглядит довольно очень прикольно. Я такой вообще дурак. Я в кепке с самокатом. У меня бутылка мятая сзади. И я просто в музее Луи Виттон. Вот так это красиво. Очень такое завораживающее место. Куча сумок. Луи Виттон. Full vodka here. Вау. This one. Вау. Thank you. Вот так оно называется. Очень крутое место, обязательно зайдите, тем более тут и бесплатно раздают. Сегодня, видимо, какой-то день открыток, но так там есть карандаши Луи Виттон, магнитики Луи Виттон. Вот им выпал, смотрите, большой постер, плакат Луи Виттон. И еще какие-то вот разные темы есть. Вот, и это круто, что это раздают бесплатно. Это здание выше Эйфелевой башни. И я вообще ничего не понимаю, я теряюсь. Оно такое пиксельное, прикольное. Пойдемте зайдем внутрь, посмотрим, если можно. Вот это пиксельное здание, это считается одно из самых популярных зданий в Бангкоке. И
Оно правда интересное, но вблизи ничего не понятно и особо не видно. Я постараюсь найти какую-то крышу, на которую я смогу забраться, вот, чтобы снять вам красиво это здание уже сверху. Вот там вот здание, и вот оно пиксельное. Я, кстати, никогда не был вот именно в таком огромном магазине Apple. А он даже двухэтажный. Охренеть. Ну я как турист реально. Мне все это очень интересно. Ну людей тут охренеть как много. AirPods. Да. Вот такие бандуры. Что-то все сидят, делают. Непонятно, что они делают. Может, какая-то чил-зона. Я был в Паттайях, и мне написал один чувак. Он сказал, что я могу приехать к нему, потому что он уезжает как раз-таки в Гуанчжоу, а вот эта квартира в Бангкоке у него оплачена до 9 марта. Я сейчас ставлю кадр, как я приехал в 5 утра к нему. Че, типа, короче, вообще? Да. Знакомьтесь. Вот можете к нему обращаться, я в Инстаграм оставлю в описании. Чуваки. Это очень жестко. Все, кому клипы нужны четкие, поснимать, смонтировать, вот к нему обращайтесь в описании. Огромное ему спасибо. Если у кого-то еще в каком-то классном, необычном городе можно пожить, и вы можете мне что-то показать, рассказать для моего тревел-видоса, напишите мне куда-нибудь в соцсети, я спокойно смогу к вам приехать и снять такой же тревел-видос. Квартира реально огромная, и мне одному тут вообще очень-очень свободно. Ну давайте я сейчас быстро покажу. Стол, диван, телек, крутой вид, небольшая кухня, холодильник, первая спальня, шкаф, первый туалет, душевая кабинка, это я. Вторая четкая спальня, где я сегодня спал, вот с таким видом. И самое крутое, это ванна с таким же крутым видом. Интересный факт про эту квартиру хочу вам рассказать. И вообще, в принципе, как арендовать вот такое же примерно жилье. У него подписан контракт на 1 год, но он прожил тут всего 3 месяца, и поэтому его залог в 60 тысяч бат сгорит. Стоит такая квартира 30 тысяч бат в месяц. Самое крутое, это, конечно же, 31 этаж, потому что очень крутой вид, и можно открывать балкон и дышать нормальным воздухом, а не воздухом с дороги. Потому что байков тут реально очень много. В Бангкоке реально очень грязный воздух из-за огромного количества байков, машин, из-за того, что тут нет моря рядом. Лучший способ поддержать меня — это, конечно же, купить бренд. Подписывайтесь на соцсети мои и бренда, все будет в описании. Еще тут такой крутой лифт, что я даже не могу на первый уехать. Обязательно нужно прикладывать карточку. Офигеть, смотрите, как я зарос за свое путешествие. Такой домик. Консьержка. Вот такой высокий дом у меня. Что-то на улице, ну прям очень жарко, если что. Я держу телефон, мне, если что, печет руку. Я сейчас еду в автобусе, потому что я еще не снял байк. Проезд стоит 9 бат, это 20 рублей. И довольно смешной автобус. Он из дерева. Я не знаю, это очень забавно. Он очень громкий еще. Вот я сижу так чисто на остановке. Где автобус? В Бангкоке довольно слабо развит общественный транспорт. Метро тут не особо большое, для такого огромного города
Автобусы, как я уже снимал, их мало, они через раз как-то ходят. И, в принципе, если ты в автобусе, значит, ты стоишь в пробке, как и обычная машина. Есть два удобных транспорта, даже, ладно, три, которые я для себя взял. Это мой самокат, первое. Второе, это заказывать такси-байк, когда ты между всех машин можешь на такси-байке проехать. И третье, это вот такие вот лодки. Они ездят везде, по всей реке и каналах в том числе. И именно эта лодка доезжает прямо до моего дома. Вот так все садятся чисто. Оп. О. Довольно много людей. Проезд стоит 15 бат. И едешь хоть куда вообще. Довольно необычно, прикольно, а главное без пробок. Находясь в Таиланде, вы, кстати, будете замечать огромное количество вот таких вот проводов. Все потому, что когда им нужен новый интернет, они оставляют и старый, и просто подключают новый, не убирая провод, и поэтому они висят тут годами, копятся, и, короче, им просто без разницы. Вообще райончик красивый. Я зашел в какой-то ресторан морепродуктов, чтобы попробовать суп из морепродуктов. Вот так он выглядит. И креветки, и кальмары, и, короче, что только нет. Вот. You see food, I'm seafood. We are seafoodism. Ой, ладно. Суп прикольный, стоит 250 бат. Это 550 рублей или 600 рублей. Вот смотрите, подписчики, как красиво, да? А вот настоящая картинка. Я сходил второй раз в этот Луи Виттон музей, и на этот раз мне выпали карандаши Луи Виттон, чуваки. Сейчас давайте анпакинг вместе с вами. Я просто, короче, зарегался на вторую почту, и мне выпали карандаши. Сейчас смотрите. Йоу! Это круто! Они какие-то... Не, это обычные карандаши, но то, что вот на них написано Луи Виттон, это жестко. Конечно же, все равно чуть-чуть нужно зацепить историческую часть и какие-то красивые здания, поэтому охренеть. Я приехал в самый популярный храм в Бангкоке. Называется он Ватарун. Вот такой он огромный. Он украшен хрусталем, мрамором и всякими камушками. И он огромный, 80 метров в высоту. Посмотрите, просто вот он весь такой. И вот он вот так украшен. Офигеть. Как говорят, он светится разными цветами. К примеру, утром на восходе он светится такой желтоватый. Днем он вот такой вот белый, а вечером он еще какого-то другого цвета, вроде как зеленого. Вот, и это необычно на самом деле. Я такого никогда не видел. Давайте поднимемся по ступенькам этим огромным. Весь этот район, где все вот эти вот такие исторические места, в основном посещают только туристы. То есть местным жителям абсолютно пофиг, и здесь вы местных не встретите. Люди часто сюда приходят и фотографируются именно в традиционных таких нарядах. И вот таких вот можно найти очень много. Блин, я на самом деле поражен. Посмотрите, как это все сделано. Сколько кропотливой работы. Такое. Офигеть. Вот там я вообще боюсь представить, что делали. Золотой Будда. Ну и все, в принципе. Вот такая тема тут еще. С таким камнем внутри. Это мой самокат. Ну, в общем, тут весь район в этих храмах, и они
все огромные, все какие-то разнообразные. Вот и там, оттуда я пришел, и там, и через реку, вот там, вот там, вот там. И как будто бы огромного желания вообще не отходить по всем этим храмам, тем более в плюс 37. Я весь липкий, я уже 10 раз вспотел. И я не знаю, на самом деле вообще не хочет заходить по ним. А напишите, кстати, в комментариях, вы, когда смотрите мое видео, вы ощущаете себя вместе со мной, как будто бы вы в этом же путешествии или нет? Мне вот очень интересно, получается ли у меня с моей съемкой передать вот это вот чувство путешествия и как чего-то нового. Вот мне очень интересно вот почитать, напишите. Вот в парке гуляем с вами. Вот розовые цветы, пальмы. Высокие красивые дома, очень маленькие низкие тайки, буквально по пояс мне. Нашел какой-то еще один парк, где все бегают, занимаются спортом, спортивные площадки, все снимают какие-то рилсы, видосы на YouTube, и я в том числе. Просто какой-то прикольный зеленый парк. Мне GPT даже про него не говорил, но вот он довольно красивый, особенно на фоне небоскребов таких. Вот они все спортсмены на месте. Прикольно. Смотрите, тайцы тоже жестко в теннис играют. Я сюда пришел бесплатно, мне дали ракетку. Пришлось скачать какое-то приложение и отсканировать QR-код. Вот, я сейчас буду играть с каким-то тайцем. Сейчас найду, куда вас поставить только. Вы посмотрите на меня. Мало того, что на улице жара, так я еще и настольный теннис этого типа. Thank you. See you, bro. Я устал очень жестко, если что. Еще смотрите, кстати, тут есть не настольный теннис, а бадминтон-корт. Тоже вон огромное количество людей играет. И, видимо, по этому же QR-коду я могу еще и в бадминтон поиграть. Но как будто мне уже хватит. Я сырой весь. И вот такой видок. Цветы там. Давайте пойдемте посмотрим цветы. Цветочки. Красивый парк, спору нет. Красиво сделали. Тайцы. Я даже не думал, что в Бангкоке вообще вот такое вот есть. И самое прикольное, от чего я тут удивился даже. Сейчас покажу. Надеюсь, меня, конечно, пустят сюда. Тут скейт-парк Red Bull. Но только мне интересно, могу ли я на своем самокате кататься? А why I can? Да, ну скейт-парк крутой, но мне не разрешили тут покататься. Почему я самокате? Вон тут также баскетбол, большой теннис, падл, там что-то играют. Опять же в этом парке Бенчакити есть просто огромная уменьшенная версия Бангкока. И это очень круто наблюдать. Я как будто бы на дроне летаю. Вот вы хотели кадров с дронов? Вот смотрите. Вот на дроне. Вот это вот храм, где я был. Вот он такой белый. Так. Нормальные подъемы.
Вот это здание. Тут, к сожалению, нет дома, где я живу, потому что обрезали его. Но я бы жил где-то вот, где черная тема вот эта. А вот этот сам парк, вот он вот так выглядит. Вот тут я в настольный теннис играл, а сейчас вот тут нахожусь. Вот такой огромный город. На самом деле довольно много небоскребов. Так, если посмотреть. Помните район исторический, про который я сказал, что мне неинтересны уже храмы и так далее? Вот смотрите, что я пропустил. То есть я был вот в этом храме белом, переплыл через реку, посмотрел вот каких-то вот пару вот этих домиков, а вот это все я не видел, вот это все, какая-то деревня такой. Потом вот этот пэлас, до которого я так и не дошел, такой парк еще. Ну, короче, постройки, в принципе, прикольные. Ну вот, считайте, посмотрел. А так очень круто разглядывать такую карту и для себя находить какие-то необычные места, которые можно посетить. Вот что такое есть. Такое есть. Наверное, все-таки стоит сказать про погоду в Бангкоке. Тут всегда жара. Весь год, 365 дней в году, тут жарко. В обычный сезон это плюс 30, в жаркий сезон это плюс 40. Вот сейчас, например, плюс 38. И вы можете заметить, вон люди с зонтиками ходят. Все местные стараются одевать одежду вот такую вот с длинным рукавом, рубашки, брюки, потому что сгореть тут можно очень жестко. Обязательно головной убор, кепка, хоть какая-то. Я приехал в начало жаркого сезона, то есть не лучшая погода, особенно для меня. Я родился, если что, в Архангельске, вообще на севере. После жаркого сезона идет 2 месяца дождей, а потом снова жара. И вот так вот весь год. Вот он, варанчик. Я приехал в парк Люмпини. Это центральный парк в Бангкоке. Прям вот так плавает варан, если что. Большой довольно. Ну, смотрите, какой красавец. Мужик кормит их как голубей. Вот это вообще прикол. Мне на самом деле даже немного страшно подходить к нему. Вараны в Бангкоке это обыденность, их тут очень много, особенно в таких озерах, в реке, и их тут можно встретить довольно часто. Птицы. Красивый вид на небоскребы. Мне такое очень нравится. Тут же качалочка, можно железо потягать. Ну и просто тут красивый парк, чил, плюс вайб, музыка. Такая красивая постройка. Ну, мне на самом деле кажется, что тут людей намного больше, просто сейчас самое пекло, время час дня, и я еду, мне, если что, неимоверно жгет руку и шею. Но это не останавливает меня, потому что я хочу увидеть город максимально много, и я не хочу сидеть дома в такое время. Хочу все увидеть. Это вообще прикол какой-то. Я просто гулял и наткнулся на какую-то фигню. Я думаю, что это такое? А потом смотрю, и тут аллигатор лежит настоящий. И он тут не один даже. Я вообще офигел. Ну, типа, тут просто вот такие вот красивые сооружения, храмы. И вот там вон аллигаторы просто. Вот один не дожил. Ну ладно, это макет, понятное дело, но вон настоящее. И там он настоящий лежит. Ну тут никого нету. Но это просто бред, потому что без решетки, без ничего, тут вообще по пояс забор. И это было просто забавно увидеть, ну вот так вот, не планируя. Очень круто. Просто идете по улице, у вас крокодил лежит. Вот так вот. Чуваки, я самый наглый человек вообще. Я зашел 3-й раз
на другую почту зарегался, и мне выпал самый крутой айтем, это шопер Louis Vuitton. Мне даже поаплодировали за то, что у меня выпал, потому что их выпадает всего 5 штук в день. Вот он такой зеленого цвета сейчас. Я приехал в Чайнатаун, в очень оживленный район, и тут очень много красивых вывесок, очень много машин. Советую сюда приезжать где-то часов 7-8 для того, чтобы увидеть все эти горящие вывески. Тут очень много стритфуда, очень много людей, особенно китайцев. И самый забавный факт, что именно в Чайнатауне в Бангкоке 80% всех денег Таиланда. То есть тут оборот огромный, и все эти китайцы именно торгуют здесь. Тут очень много магазинов золота, там. И много всего, вообще всего. И они вот тут все это делают. Но, конечно, людей пипец. Вон эти огромные, 1500, 1000. Привет. Чего только нет. И вот все едят. Крокодила бедолагу. Что сделали? Crocodile. Смотрите! Змея, паук и скорпион. Это все можно есть, если что. Массаж ног. Вот тут все лежат. В основном, конечно же, туристы. Вот можно майку 7-Eleven купить. Короче, не знаю, какой-то прикол просто. Но людей уже не так много, потому что начался жаркий сезон, и большая часть туристов уже разъехались. Поэтому уже не так много. Это транс! Друзья, я заболел. Я пропустил свои 2 дня, потому что я просто провалялся дома. И опять же, я хочу это подметить именно в выводах по Таиланду, потому что тут бешеные кондиционеры. То есть ты находишься днем на улице в плюс 35, в плюс 37, заходишь в какой-нибудь торговый центр, или метро, или автобус, чтобы освежиться, и я просто простыл именно так. В торговых центрах еще ладно, нормально. У них кондиционер работает одинаково, что полный вагон метро, что пустой вагон метро. И вот я ехал вечером, возвращался домой, и мне было очень холодно, безумно просто холодно. И вот на следующий день я просто заболел, у меня что-то с глазом, он красный, и я просто проболел вот эти 2 дня, и завтра мне улетать уже в какую-то другую страну. Не знаю, вроде как все самое основное я вам снял, самое основное рассказал, куда сходить, что тут вообще делать. И из выводов еще хочется подметить несколько разных фактов. Один из главных фактов, это, конечно же, везде воняет травкой. Абсолютно везде. Мне даже, либо мне уже кажется, потому что я даже сейчас стою тут, и мне кажется, что мне этим пахнет. Это очень такой запах, который ты никак не перепутаешь ни с чем другим. И он тут реально везде. Из-за того, что тут жара 24/7, вы должны будете привыкнуть к тому, что вы всегда будете ходить потными и липкими. Я по 10 раз в день потею, пью по литров 5 или 6 воды, и мне вечно хочется сходить в душ. Это вообще норма, и нужно реально к этому привыкать. Не понимаю, привык я или нет, но кожа, в принципе, моя привыкла. То есть я уже просто, находясь на солнце, не сгораю, и вот
То есть все уже нормально, руки мне уже не так сильно жгет, как было это в первые дни. Воздух реально в городе грязный. Огромное количество мопедов, огромное количество машин. И весь вот этот вот жар от солнца, это все вперемешку какую-то. И как вы могли заметить, местные жители, которые катаются на байках или вот доставках, они все ездят в масках, потому что, ну, воздух, правда, грязненький. И, ну, как будто реально это можно пофиксить все электробайками, как в Китае, но пока что Таиланд еще не дошел до этого, но, надеюсь, все будет четко. Здания красивые, центр красивый, чистый, мусора не так много. Конечно, если отходить от центра, то уже все наоборот. Что по поводу самих тайцев, они мне очень даже понравились. Они все такие дружелюбные, вот тебе улыбаются, вот кланяются. Тебе никогда не посигналят на дорогах, потому что тайцы не любят вот эти вот звуки мешать. То есть они не орут на улицах, они разговаривают нормально, спокойно, и мне на самом деле это нравится. То есть что-то схожее с японцами в них присутствует. Это очень круто. Вот. А так, мне Бангкок очень сильно понравился. Это огромный город с огромными возможностями. Я, конечно, не знаю, чем бы я тут занимался, если бы я остался бы тут жить. Да и не понимаю, хотел бы ли я тут жить или нет. Но тут реально много людей. Я по-любому что-то забыл вам сказать. Все равно потом на монтаже или через время такой: ай, блин, надо было еще вот это сказать. Но если вы были в Бангкоке, можете написать об этом в комментариях. Или вообще напишите, в принципе, как вам такой формат видео. Большое спасибо, что я тут жил. И если вы живете в каком-то интересном городе в Азии или не в Азии, напишите мне, я могу к вам приехать. Если я могу еще у вас пожить, это вообще будет четко. И снять подобное информативное и какое-то смешное видео из этого города. Это будет очень круто, потому что я свои путешествия хочу продолжить и хочу делать это круто. Надеюсь, я буду расти как в съемке, так и в монтаже, так и в своей речи, потому что я понимаю, что моя речь оставляет желать лучшего. Большое спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, как вам такой вообще формат. И мне будет приятно, я читаю и отвечаю на все комментарии. Пока.